Съехали мы с трассы Москва-Ленинград, Ленинградке. Немножко в стороне параллельно идет трасса на Великий Новгород. Короче, выехали на новгородскую трассу, она вот такая спокойная, красивая. Решил я поснимать, показать вам красоты этой губернии, да, новгородской. Мне показалось очень красиво, золотая осень, тихо, и можно поехать спокойно беседовать, поговорить, поснимать что-то. Поехали? Посмотрим. Температура воздуха сейчас 14 градусов. На улице хорошо, светит солнце. Время 10 часов 20 минут. Поехали. Вас насладимся прям вот таким, так сказать, природой. Дорога хорошая, гладкая, на удивление. Вот съехали, по крайней мере, вот сейчас вот первые километры прям вот от трассы. Прям вообще гладенько. Машин почти нету. Воздух свежий, приятный, вкусный. И тишина. Немножко отдохнуть от шума трассы. Сейчас Викинг порекомендует или нет путешествие до Великого Новгорода. 40 километров, короче, проехали. Но она идет параллельно, по сути дела, параллельно трассе Ленинградки, поэтому мы особо далеко не отъедем. Сам город немножко в стороне от трассы. А магазин работает, здрасте. Продуктовый, да? А туда Новгород? А, 35 осталось? В нашей деревне 35. Вы уже 3 километра. Так, ну еще, вот взял я немножко покушать, позавтракать, а то что-то не получилось. Шоколадка, конечно, это хорошо, да не очень хорошо. Поэтому на остановочке сейчас сядем. Там вроде аккуратно солнечно. Покушать, перекусить. Нам еще ехать недалеко осталось. Белые булки. Скатилась бубу. Да, скатилась вообще. Бубу скатилась. Деградировала. Так, ребят, ну вот я, в принципе, в город мы въезжаем. Да, красиво там, правда. Речка какая-то. Да. Ну, вот здесь озеро где-то сейчас будет. А, пятерочка. Нас встречает пятерочка. О, нормально. Нормальненько, да. Ухоженный, да, городок? Ну вот разительно отличается от Твери. По крайней мере, на велике едь. По Твери вот эта дорога, и то вся убита какая-то. Да, здесь, смотри, хочешь там едь, хочешь здесь, хочешь там. Да. Неплохо, неплохо. Еще в стороне от трасс, что самое интересное, да? Шума нет. Это да, это осталось это узбек стоит. Осталось узбек стоит.
Да, да, и либо алкоголики, либо это, либо эти, таджики и узбеки. Церковь стоит. Что-то мне подсказывает, она старая. Ну я снимаю Дуабу. Она что-то очень древняя, по-моему. Она очень древняя будет. Что говоришь, скрип? Ну можно посмотреть, да. Пойдем глянем. Пойдем глянем. А я как раз посмотрю карту. Так, что 1360. 1300 какой-то. Она, знаешь, какая древняя? Ей 700 лет ей. Вот такая церковь. Слушай, там символика такая интересная, и там какие-то руны славянские, да, типа. Вон, смотри, человечек наверху, видишь, со стрелкой. Видишь там? Во. Необычно, да? Ну, а пойдем дальше. Наверное. Не попадись, А? Да. 460, видишь, какая древняя. Пока закрыто, но мы пока здесь. Все равно, пойдем вот. Всем привет, ребят! Великий Новгород. Опа! Красота! Ну мы что поближе сходим. А? Кораблик, кстати, прикольный. Как вот в Питере, да? Там футбольное поле какое-то, речь. Это озеро. Озеро где-то там еще, по-моему, есть, да? Еще ремонт идет. Сегодня я спал в гостях у Артема. В общем, доброе утро. Великий Новгород. Сегодня пойдем посмотрим, что там. Кремль, достопримечательности. Город вчера понравился. Проехали по городу. Очень красиво. Уютно так нам понравилось. Вот, сегодня пойдем по достопримечательности. Вроде фонтаны еще работают. И на улице хорошая погода. Давайте посмотрим. А то на улице что? Особо он гипергаламарт. Так вот, на улице там. Пятерочка. Сейчас я туда пойду схожу, куплю это. Чем-то завтрак, наверное.
Кстати, немножко небо так вот и облачка появляются. Да. Что-то там сегодня, завтра еще вроде ничего. Воскресенье еще более-менее. В понедельник вроде уже будет холодать начинать. Как ты стоишь? Отлично. Дать возможность переночевать в этой квартире. Пока Ты выспалась? всё. Да, сегодня я, наверное, впервые выспалась. Ну, хорошо. Тяжело Ты было. готов дальше ехать? Завтра буду готова. А путешествовать? Ой, не путешествовать, а смотреть город. Да, очень интересно было. Все, давай, до встречи. Пойдем за продуктами сходим. В пятерочку. Выходим. Листец. Вот такие подъезды. Первый этаж. Ключики такие еще Прикольно. из сельпо. Кстати, 8-9 этажей в этом доме, да, получается? 8, да? Ну да. А это что за клуб? 9-е. Или может быть крыша. Интересно. Вчера арбуз купил, такой плохой оказался. Живот не уболел, не спел. И говорит, Здесь вообще фрукты не вкусные. почему-то в сентябре его Трава. лучше не брать, короче, да. Да, вообще лучше не брать. Живот заболел. Какой подъезд интересный, цветочки сажают. Что, да, рассказ, слушай. Новгородский написал. Такие дома. Ой, кстати, похолодало, Советское по-моему. время, А, да, не что? похолодало, просто еще не потеплело. Скажем. Ой, не хотелось бы всем расставать так. Прохладно все равно с утра. Да, уже оказывается, прохладно. Уже прохладно. А днем до 20 градусов. Вот сегодня. Что-то как-то это, да, вот днем-то еще ладно, походишь. Кстати, вчера вечером было вообще тепло. То есть я вот в футболке ходил уже вечером. Но недолго осталось, и нам надо сейчас до Питера, еще 3 дня на велике ехать примерно до Питера. Вот, я подумал, до Питера на велике, потом, наверное, от Питера до Пскова, а от Пскова уже до дома на поезде. В принципе, обратный путь там уже не так интересно. От Пскова, хотя на Великие Луки тоже интересно. Луки, да. Великие Луки тоже было бы интересно. У меня такого от Питера до Пскова 380 километров, а от Пскова до Зубцова 519. И вот у меня вопрос, ехать от Питера до Пскова на поезде или от Пскова до Зубцова? Вот, два варианта. То есть, ну, как бы от Пскова до Зубцова дорога поинтереснее будет, конечно, на велике. Мы же ехали этим путем. Просто мы до Мы ни разу холодов. не ехали этим Мы путем. до холодов столько километров не проедем. успеем, да, Серёж? думаешь? Нет. Скоро дожди, Вот, я боюсь, холод что начнется. холода и дожди. Лучше до Ну, Пскова доехать. там относительные этот путь холода, посмотреть. конечно, пока Интересно. все равно Под похолодает. дожди, если начнутся, будет уже невозможно. Я в Питере хотел взять этот, как он, зонтики, не зонтики, а как называется. В Питере хотел взять Коврики. коврики, да, вот постилать, палатки. которые под палаточку. Давай дома покажем, так Чтобы интересно. теплее. Расскажи, Сереж. Давайте дома. Вот, пожалуйста, Советская городские дома. типа, Смотрите, да? раз, два, три, четыре, я смотрю. 9 этажей все-таки, да? Небо сегодня голубое такое. Небо голубое, немножко залетло. То есть Ну, немножко здесь подтягивается. вообще спальный район, мы так смотрим, и дома все вот советского типа, да? Я такие люблю его. конкретно. Свободу. Пятерочка очень большая здесь. Да. Вот, если как-то вот это ухожено, вот они отделают, вот эти все улицы такая прикольная, не очень классно сделано. Мы вчера ходили, там и парк хороший был, помнишь, да? Да. Там Можно шире было такой снять, парк но шикарный. уже был вечер, было бы плохо видно. Много нас велосипедистов гоняет по городу. Тоже очень приятно. То тут, то там, везде велосипедисты. Да, пожалуй, Дальше. самый велосипедный город, который мы видели в России, больше не встречали. Да, таких. да, да. На удивление. Очень Стоит много только дорожки сделать, ну, тротуарные, Сразу пошире, видно, да. и людям сразу хочется на велосипедах ездить. Вот, оказывается, в чем секрет. Только и всего.
А не потому, что просто россияне не любят велосипед. Да. Так, идем в пятерочку сейчас. Посмотрим. Ну, в принципе, пятерочки везде одинаковые, может, здесь чем-то отличается, не знаю. Сереж, вход же там, куда мы идем? Интересно, вот такой секретный. Великому Новгороду погнали. Вот нас уважаемый хозяин нашего хоста пригласил на прогулку по городу. Мы сегодня уже целой группой мчимся по Великому Новгороду, ребят. Буду показывать красивые места, да и сама поездка сегодня погода радует. А то мы вчера блуждали, не особо красиво-то и получилось. А сегодня мы едем с знающим человеком, поэтому поедем сразу там, где надо. Жалко, что я, конечно, не взял микрофон свой. Вот этот вот, конденсатор. Как бы звук был бы намного лучше. Но приходится работать без профессиональной техники сегодня. Че я забыл? Даже его положил, вспомнил. Бачки, Что, едем дальше? Акрон, спортивный комплекс на горизонте. Так, а мы сейчас едем, кстати, в сторону Кремля, наверное. Ну да, кстати, вот сейчас едем в церковь, посмотреть с другой стороны. Посмотрим. Я надеюсь, меня слышно. Я стараюсь громко говорить, просто микрофон не взял, тут нагрев. Надеюсь, места. Ну да, очень большой. Да. Где? Ага. Ну мы там уже гуляли вчера, вот по той стороне. Ну да, Ты да. на камеру снимай. Ну красиво, да, я снимаю. Ну вот, это церковь баптистская. Смотрите, как сделано неплохо. И вот они тут соорудили, значит, своих там. Хороший с ратушей, хороший, да? Там прикольно на втором этаже. Эти кафедры вот эти. Ага. Блин, фига себе Я строили, один да? раз попал на... На службу, да? Какие там служения, там очень собрались люди. Значит, там концерт какой-то. Ну там, да, у них Потом такие службы, пришел да. человек, начал рассказывать свою историю. Ну что, погнали? Еще посмотрим. Отлично, отлично. Хороший город, ребят, приезжайте, рекомендую. Викинг рекомендует. Отличается от остальных городов. Атмосфера, конечно. Из тех, что мы были. Российских. И погода прям замечательная. Ну здесь вообще все. Нифига себе. Если так и не в окошечко кинут мониторы и систему блока. Ну да, интересно. По-моему, это немножечко Я ржавее. видел, как туда дети влезали. Да, если компьютер достать. Так, кстати, пленка забита. Смотри, тут эти вот разные ПЭТ, ПНД, полистирол, полипропилен. Слушай, это же надо уметь разбираться. Даже Пакеты. разные эти бывают. Для нас Да. же это все пластик, Ну а да. оказывается он Надо еще читать, да. на 4 типа разделяется. Стекло, Вот это тетрапак, правда. Серёж, что бумага, вот эти вот- картон. Когда молоко типа покупаешь, Ага, некуда поэт. девать. Пластика, вот видишь, упаковка. И памятник Александру Невскому и вокзал. Друзья, это вокзал, отсюда электрички отходят до Пскова, до Питера. Такие из крупных городов. Нижний Новгород поезда видел. И вроде все. Такие в основном электрички отсюда отходят, такие местечковые. Вот, до Питера 600 рублей
и 35 рублей, да. И то есть может по Питеру кататься на велосипеде. Опа. Какие дела? Дальше подключусь. Лето. Че, было? В смысле? Это, как Рюрик приехал в Новгород. Рюрик приехал с бородой. Да? Это мимо центр города. Опа, смотри, какая красота. А, вот Пушкинская галерея, да? И что, здесь есть интересные экспонаты? Картины. Я тут диплом просто этого программиста получил, да? Ну и как, картины хорошие, там есть редкие? А редкие есть картины? Несколько штук взял, да? А сколько стоит билет? А я не помню. Я с кем-то, с какой-то гость предложил, если бы мне не предложил. Я тут сколько живу, только вот с гостем сходил. Ну мы в Эрмитаж сходим, да, тоже. Чтобы бабки особо не тратить. Мы ходили, кстати, в Твери, в музей, нам понравился. Там Екатерининский этот дворец остановочный. У нас тоже Есть такой дворец. Мы, по-моему, проехали. Екатеринский дворец. Путевой дворец, да? Путевой. Да, вот тут путевой. У нас есть, по-моему, 2 путевых дворца. Вау, вот это я понимаю. Сооружение. Предмет древнейшего русского зодчества. Невероятно раньше строили вещи, а. Эх, где эти люди? Давайте этот Кремль осматривать. Там внутри написано, нельзя на великах ездить. Только спешно ходить. Там скорость сразу поменяется. Вот у нее классная шапочка. Ну и тоже нормально, очень страшно. А это с крыльями. О! Бабушка играет. Шел Сапко. Шит. А у него что-то как у меня. Древнейшая штука. Слушай, ну ее фиг возьмешь, да, так, если прикинь, атаковать там сколько. А тут еще перед ним была стена, еще окольный вал это была стена. Фотографируй, доставай. Будем фотографировать? Нет, не будем. Так, Кремль, ребят, новгородский. Как это все выглядеть должно. Вот так. Это вид от Кремля. Красиво. Да. Хороший город, уютный очень. Как такую башню взять? Слушай, а Кремлевская стена похожа. Подошел. Ты бы даже не подошел. Я говорю, есть окольный вал, я сейчас покажу. Я карту взял. Дальше пойдем. Ну будем, сейчас увяжешь. Вечный огонь, да, вот вечный огонь, пожалуйста. Вечный огонь. Вечный огонь. Да, поверху, да, по стене. А я не знаю, как по стене можно. Вот, ну и лавочки классные, да? Классные лавочки. Тебе нравится мне ходить по ночи? Да, фонтан, приколов там не было. Артем говорил. Тут мост эти львы, все дела. Красотень. Потом, наверное, туда пойдем. Да. Тебе нравится?
не, на велике получше. О, смотри какая. Карета. Кареточка. Красиво. Давай. Идём. Вот это техника. К велику привязывать и погнали. Гулял я по парку, по Кремлю. Увидел яблони, набрал яблочек. Сладкие, осенние, хорошие. Вот сразу видно гостеприимный город, и яблочки тебе. Дерево даже отдают. Красиво. Да. Вот это древний, видишь, прям. Ой, это храм. Майбо. Музей. Экспонаты. Вот, вместо 5 рублей. Костя показывал. А, на валютке нарисовано, да? 5 рублях. Как вам Кремль? Ой, не Кремль, а церковь. Это же вот эта старая церковь, да? Там? Ну, 1040. 1040-й. А вот Рюрик сосчитал. Видишь, там внизу деятельные помельче, вот это повыше, которая открыли в 1862 году. Поближе церковь. Древняя. 1040 год. Почти 1000 лет. Вот такая древность. Новгородский. Покажи вот эту, Сережа. Спасская башня как будто. А это что-то древние юсари здесь. Ой, какая древность. Здесь даже руны ют. Фига. Вот это древность. Слушай, это, наверное, оригинальные фрески, да? Вот это. Вот это оригинальная стена, да? Артем. Вот эти старые посередине. Вот эти вот на внешние, вот это вот, который внешняя, вот это Ага. более красная. Это после Ивана Грозного. Это до этого посередине. Ого, тут еще и дверь особенная, пойду посмотрю. Магдебургские ворота. А, это известные, да, какие-то? Ну, там Википедии спорят до сих пор, не понимаю, откуда это военные трофеи Септуна 12 века, то ли это доказано в Магдебурге, ну просто куплено. А, тут сюжет можешь просмотреть. Кто алхимию изучает, символизм, алхимию, то вот, пожалуйста, ребят, снимаю для вас. Я просто... Ну вот очевидно 12 апостолов сверху. Так, здесь, наверное, воскрешение Лазаря. Ага,
распятие вижу. Суд. Сюжет, библейский сюжет, да? Прикольно. Так. Да, древность, конечно. Средневековье. То есть тут проходил торговый маршрут, выгружали, там торговали, выгружали, уезжали. А эти арки, это уже от военных поселений 19 века осталось. Там нашли много скелетов лошадей. Просто конюшни было. Понятно. Ребят, Великий Новгород на мосту 852. 859. Корабль такой. Красивый. Да, тут вот такой вид на набережную. Волейбольчик можно поиграть, чего. Вечером увидите. Вон стоит гол. Я говорю, может в 900 такой. Ну, может быть, его как-то известно. Нет, взяли баржу и настройку сделали. У него тут игрушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Кораблик, какие-то изделия старинные. Из кожи что-то. Вот на троне есть жетон. Серьги. Ля-ля. Красиво. Здрасте. Ну, помогали, сам жетоны в кассе покупают. Почему? Что люблю за жетоны? Здрасте. Печатный станок Агана Гельберга. Именно с этой машины началась эпоха книгопечатания по всей Европе. А мастер-класс включает в себя изучение устройства станка. Вот. Немножечко я истории расскажу об этой эпохе, о том, как там все было. И затем распечатайте вот это клише по технологии 15 века. Вот. Если это на крафтовой бумажке, это жетончик. А вот если это на ткани или на... Ой, если на простой бумажке от принтера жетончик, а если на крафтовой бумаге и ткани, то это всего 2 жетончика. Ну, там магнитики. Вот их немножко тут осталось, совсем все разобрали. Это настоящая кожа, ручная работа. Вот. И как раз вот сделайте приятно своему холодильнику, и как раз память останется, потому что вот этот Никольский собор, который там изображен, он вот здесь за углом находится. 1113 год, одно из древнейших зданий Новгорода. Фактически второе по древности. Первое — это Софийский собор, это самая древняя каменная постройка на территории современной России. Это 1056 год. А Никольский собор 1113. Чуть-чуть постарее. Ой, поновее. Чуть-чуть постарее. Да, чуть-чуть помоложе, чем Софийский. Вот. А построен самым любимым новгородским князем Мстиславом Великим.
Вы не хочете сувенир какой-нибудь приобрести? Там свечка, которую я делаю, 300 рублей стоит маленькая. Вот печатный станок. Первый ее был. А вот свои видишь, мехами раздувает. Придете на печатный станок, я научу вас печатать, прямо своими руками распечатать вот это клише. И узнаете много интересного, чего гарантированно раньше не знали. Вот, пожалуйста. Вот этот станочек. Наковал себе. Железяк. О, прикольно. Брелки всякие. А чем вы ее сварили? Кольчуга. А ее просто, это колечки, их дожимают, их сначала спиральку накручивают, нарезают, получаются колечки. Кузнецы в деле. Прикольно, тут весело. Тут, наверное, атриум. Концерт можно смотреть. Только в одном месте, ребятки. 1529 церковь Прокопия. А вот, кстати, вот это вот, видите, это обломки, это специально так сделано, да, чтобы кладку показать, наверное. Вот эти, или это разрушение? Это походу это разрушение. Да? Оно видно, где срез, а где разрушение. Ребят, вот что я еще включился-то. Купила билеты. Короче, билет стоит вот на самом дешевый, получается, нам дали 604 рубля всего. Вот, на утренний поезд. И купили 2 билета на 2 велосипеда по 35 рублей за велосипед. То есть велосипед 35 и билет 604, 640, получается, 640 рублей с велосипедом. Великий Новгород, Санкт-Петербург до Московского вокзала. Время в пути порядка 3 часов. Как приедем, еще в поезде, как уложусь, расскажу. ЧДК. Вот он город, часы. А вот Канабу стоит. Че как-то? Вчера такие фотографии делали. Хороший, Древнейшая церковь, вот она. да? Я согласен, да и все 1557 года. Да, ребят, кто это, там ссылка будет под видео. Можете посмотреть фотки на инсте, очень интересные фотки. Маршрут я вам могу рассказать и, кстати, опишу, как лучше всего путешествовать по этому пути, очень интересно. Основные такие города древние можно посмотреть с заездом в Питер.